Здорово, кукерсы! В этом выпуске мы расскажем, как создать вкусный шашлык с настоящим дымком у себя в квартире и провернув это без визита пожарных. Oh, yeah. Городская жизнь порой беспощадна для шашлыков. И готов уж дома мангал разжечь и с огнетушителем на стреме жарить шашлык. Гражданин, что у вас здесь происходит? Шашлык делаем с внуком. Перелезай, гостем будет. Погоди, не спеши. Отставь мангал, огнетушитель тоже, но недалеко. Just do it. Маринад шашлыка – это религия каждого. Ничего не навязывая, мы выбрали этот вариант. В пол ингредиентов мы взяли соль и перец, паприку, базилик, сушеную петрушку, растительное масло, воду и свиной ошеек. Кажется, мы что-то забыли. Ах, да, забыли про царя маринада, про репчатый лук. Берем мясо. Мы выбрали классику для шашлыка – свиной ошеек. У всех разные вкусы в выборе мяса. И потому вопрос к кукерзам. Какое ваше любимое мясо для шашлыкового гриля? Ну, чтобы мы в будущем знали, о чем снимать в подобной тематике. Промыв мясо в воде, пора нарезать его на мелкие куски. Они не должны быть крупными, ведь мы жарим без магии огня, а в духовке. И не очень мелкими. Мясо может стать сухим. Солим, но немного, чтобы соль опять-таки не высушила мясо. Немного перчим для аромата, остроту потом догоним соусом. Пару щепоток паприки, сушеный базилик, сушеную петрушку и поливаем растительным маслом. Красиво, но чего-то не хватает. Опять забыли про лук. Добавляем его в мясо. Тщательно перемешивая, выжимая сок из лука. Добавляем немного воды. Мудрые армяне говорят, что это надо делать с душой. Берем наши шампура-имитаторы и запариваем их в кипятке, чтобы те не погорели в духовке. На уже распаренную шпажку нанизаем мясо вдоль волокон. Насаживаем не сильно плотно, чтобы куски обжарились со всех сторон. Берем противень и заливаем в него воду. Раскладываем мясо, чтобы оно нависало над водой. И отправляем в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Потом их надо будет перевернуть и дожарить. Этого времени нам достаточно, чтобы заняться дымком. Нам понадобится 2 бутля с широким горлышком, а к ним 2 гибкие трубки с диаметром от 6 до 10 мм. Далее нужна фольга, алюминиевая баночка и щепа. Раскраиваем баночку в прямоугольник. Свернув конус, укладываем в горлышко. Так пластик не подгорит. Далее берем фольгу и отрезаем приличный кусок. Складываем его в 4 раза. Фольгу нужно упаковать в усеченный конус, чтобы образовалась форма чаши. Лишние края обрезаем, чтобы эти лопухи не мешали нам потом дымотворить. Берем зубочистку и делаем множество дырочек. Многие догадались, на что это похоже и вообще почему играет регги. Но история не об этом, ну серьезно, не об этом. Далее делаем отверстие на дне бутля с диаметром аккурат диаметру трубки. То же самое проворачиваем со вторым бутлем. Теперь делаем отверстие в крышке и запихиваем туда трубку. В общем, запихиваем трубки во все отверстия, что сделали. Теперь 2 бутля должны быть соединены между собой одной трубкой. А рядом должна быть крышка, опять-таки с той же трубкой. Ну, если с отверстием прогадали, как мы, например, то дело подправит армированная лента или что-то подобное. Теперь про щепу. Во многих магазинах ее легко найти или заказать онлайн. Берите фруктовый сорт. A few moments later. Спустя 20 минут пора перевернуть наш шашлык. Какой сочный красавец. Еще 10 минут ему надо доготовиться. Meanwhile. Немного схематического прояснения о нашем дымососе. Бутыль 1 и бутыль 2 соединены между собой гибкой трубкой. Второй бутыль закрываем крышкой, а в первый наливаем воду. Дно первого бутля должно быть на уровне горловины второго. Теперь вставляем чашу с щепой в первый бутыль и поджигаем ее. Убираем крышку со второго бутля и наблюдаем наполнение водой второго бутля и дым в первом. Как только вся вода уйдет из первого бутля, убираем чашу и меняем уровни местами. На первый бутыль одеваем крышку с трубкой и начинаем коптить. Вроде бы все просто. Теперь приступим к практике.
Есть еще готовое решение, называются они Smoky Gun или по-нашему коптильный пистолет. На эту тему есть много интересных рецептов. Если вам будет интересно, напишите об этом в комментарии. Как только шашлык приготовится, заправляйте чашу щепой. Поджигаем так, чтобы щепа хорошо тлела. Лучше делать это под вытяжкой. Как только видим, что щепа готова давать дым, начинаем манипуляции с бутлями. Можем наблюдать, как уходящая вода из первого бутля натянула дым как насос. А это значит, что мы уже можем доставать нашу чашу и залить ее водой, нам пожары не нужны. Трубку от крышечки кладем в тару с шашлыком и накрываем крышкой. Теперь меняем уровни бутлей местами и наблюдаем процесс холодного копчения. В основном хватает пары минут, чтобы вкус был похож на шашлык из костра. Получите, распишитесь, шашлык почти не отличишь. Конечно же, магию огня ничто не заменит, но когда нет огня или возможности, это лучший вариант. Дымите аккуратно, до новых выпусков. Конец связи.